Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о PAFS. Понимаю, что уже одолела эта тема PAFS, одолели эти ролики. Я сам перед тем, как снимать видео, посмотрел их штук 5, наверное, или 6. И везде один и тот же текст, обсуждающий, что у нас будет вот такого-то числа листинг, что они здесь понаписали. И все в этом роде. Самому мне эта тема уже надоела, уже быстрее бы вышел листинг, снять еще пару видосов про листинг, про то, что мы получили, как все прошло и тому подобное, и забыть уже об этом телеграм-боте бывшем, да, о нынешнем мемкоине, PAFS, и больше не снимать про него видео. Вот, но давайте сегодня быстренько пробежимся, не буду повторяться, как во всех этих роликах, просто скажу самые главные акценты. Во-первых, 18 у нас число — это дата листинга PAFS на биржах. Как я уже неоднократно писал всем в комментариях, да, как я и говорил в видео, я доверяю только тем источникам, которые у них указаны на их официальном сайте, где мы клеймимся, где мы там смотрим свои токены. И там есть всего 3 вкладочки. Это у нас TikTok, YouTube и вот этот вот лаборатория PAFS, PAFS Labs, получается, Twitter-аккаунт. Их Twitter-аккаунт, в котором вот, наконец, они выложили новости, и теперь они достоверные. И все те люди, кто мне писал там, что даты листинга будут в другие даты, я в предыдущем ролике говорил, вот здесь его закреплю, что, скорее всего, 4-го это у нас не будет, ну, 11-го тоже как бы еще рановато, чересчур, а вот 18-е, 24-е самое то. И вот 18 у нас марта будет листинг PAFS на биржах. Здесь они рассказывают, что у них 4 миллиона платящих пользователей, ну или плачущих, не знаю, как это все обернется, может быть и плачущих пользователей будет 4 миллиона. Также они описали, что выбрали все-таки Solana по той простой причине, что хотят свободу. Свободу, еще раз свободу, поэтому они ушли от Тон. Тон у нас получается диктаторский блокчейн. Решили они выбрать свободу. Вот. И вот основная информация. Опять те же люди, кто мне писали в комментариях, да, по поводу, что вот официальная информация, что будет у нас общее предложение, общая эмиссия токена, общий supply получается 50 миллиардов, это там написали в Дискорде. Я всем говорил, когда будет официальная информация на их твиттере, их капитализации, сколько будет капитализация, тогда это будет точная, достоверная информация. И вот, пожалуйста, вот он пост о том, что общее предложение 100 миллиардов токенов. Из них 70 мы получаем на airdropе, из них наши 62, который идет на, получается, комьюнити, и пойдет 7,5% получается пойдет на Solana. На Solana, на тот, кто там в стейкинг кладет монеточки, чтобы заработать там и тому подобное. Вот, так что официальная теперь информация: 100 миллиардов у нас эмиссия. 18 марта у нас дата листинга, и мы к этому готовы. Но давайте все на этом закругляться. С этими новостями здесь можно их обсуждать до бесконечности. И не буду лить эту воду, одну и ту же, которая есть. Я сегодня хотел снять ролик вообще по другому поводу. Свои мысли по поводу вообще будущего PAFS, что может произойти, на что рассчитываю я. И даже не будем обсуждать цену токена, а буду обсуждать вообще будущее. Стоит ли заглядывать в будущее по этому проекту, или вообще стоит его забросить, на листинге все слить и забыть про него. Давайте для этого перейдем в CoinMarketCap, чтобы хотя бы представление иметь о подобных токенах и что может вообще произойти у нас на листинге. Итак, мы с вами находимся на CoinMarketCap, где мы можем посмотреть капитализацию тех или иных токенов. И давайте, вот я выбрал тут выборочку из 4 токенов, мем-токенов получается, которые мы можем примерно представить себе в виде PAFS, да, что может происходить. Первый у нас это старичок, первоооснователь всего этого, это у нас Notcoin получается. И что по Notcoin? Довольно популярна, одна из самых первых тапалок, которая вышла, раздала людям достаточно денег, все остались довольны. Кто-то говорит, что это даже замануха была для Телеграма, чтобы народ туда затянуть, чтобы он тапал в эти тапалки. Ну, возможно, оно и так. Но смотрите, по капитализации рыночной, Notcoin у нас выходил с капитализацией в 1
миллиард долларов. Но, понятное дело, это одна из самых первых этапов. Она была очень-очень популярной, очень популяризирована и очень много хайпа получила, поэтому рыночная капитализация разогналась, плюс там инвесторы, не инвесторы, да, и тому подобное. Но все-таки рыночная капитализация в 1 ярд, целый ярд долларов была рыночная капитализация, потом, конечно, она укаталась, но в пике Notcoin достигал капитализации у нас, сейчас попробую поймать, рыночной капитализации он достигал в пике 2 миллиарда 675 миллионов долларов. Это довольно-таки приличная сумма. Но, судя вот по графику капитализации, капитализация сейчас упала на 263 миллиона составляет. Ну, примерно такой же график у него по цене, по прайсу. Если вот щелкнем сейчас, да, вот он, примерно такой же график, он у нас укатался уже ниже цены листинга Notcoin. Вы скажете, зачем ты сравниваешь с Notcoin? Ну да, в принципе, смысл сравнивать с Notcoin, потому что это, во-первых, тон. А у нас Павс теперь выходит на Solana. Он бросил диктаторский тон и перешел на свободную Solana. И смысла сравнивать нету, но это у нас тоже мемкоин популярный из Телеграма, так что имеет смысл. Но я не говорю, что Павс будет у нас с капитализацией в 1 миллиард. Давайте перейдем дальше. Следующий у нас кто будет, это у нас Dox. Dox тоже Telegram-бот, который был довольно-таки популярный, который народ залетали после Notcoin. Поправьте меня, если я ошибаюсь, это было даже во время, может быть, хомяка. И рыночная капитализация на выходе у него была 870 миллионов долларов. В принципе, довольно-таки плохая. Но это была и пиковая капитализация. То есть он вышел с такой гигантской капитализацией и потом укатался. Если мы посмотрим опять же прайс, то цена сейчас улетела далеко-далеко вниз. Но это опять же тоновский проект. Как мы все знаем, роликов очень много про тон. Как отсюда высасывают ликвидность из этих токенов. И поэтому вот цена вот так вот укатывается. И следующий токен, который я хочу вам показать, это у нас Bonk. Bonk у нас вышел также на блокчейне Solana, как и собирается выходить Pavs. Он такой же мемкоин. Pavs себя тоже позиционирует как один из топовых мемкоинов. Вот. И получается, их можно сравнивать в отличие от тоновских проектов. То есть они выходят на одном блокчейне. У них одна и та же приблизительно политика, что это мемкоин. Pavs также популярен. У него большой комьюнити. Многие в него верят. Комьюнити причем разнообразное, из разных стран. То есть и хайп очень большой вокруг Павса. То есть он создал вокруг себя хороший хайп. И вот давайте посмотрим. Bonk у нас, сейчас MarketCap включу. Bonk у нас вот вышел с капитализацией. Ну вот здесь начнем она. Если мы вот здесь посмотрим, 16 миллионов долларов вышел Bonk у нас. И в пике капитализация достигала 4 миллиарда долларов. Вышел он, получается, 4 миллиона, да, где мы сейчас только что смотрели, вот, 16 миллионов долларов получается капитализации и достиг ярда. Вот, приблизительно показатель. Сейчас капитализация в районе 979 миллионов долларов капа. И давайте посмотрим по прайсу. То есть он вышел там с ценой 6 нолей, там 14, сейчас торгуется в цене 4 0 12. То есть по сути 100 иксов. По сути 100 иксов дал. А в пике там, вообще неимоверное количество, там 500 иксов, да, давал. Вот приблизительно какие мемкоины, если они очень хайповые, выходят, как они на Solana. То есть мы приблизительно можем хотя бы уже сравнить, какое-то сравнение провести. И есть еще один из топовых мемкоинов, который выходил у нас на Solana. Не буду их много предлагать, вот как бы два тоновских, два солановских. Это у нас Vive. Получается, Vive у нас выходил с рыночной капитализацией в 150 миллионов долларов. В принципе, неплохая рыночная капитализация. На выходе он здесь по этой капитализации немножко плясал. У нас плясал, даже сваливался здесь до 4 миллионов. Потом приблизимся на графике по цене, посмотрим этот провал. Но в итоге потом захайпился. Захайпился, получается, если вот он вышел у нас, теоретически там в 23 году, да, в конце 23 года, то 5 месяцев, да, он достиг топовой своей рыночной капитализации в 4,5 миллиарда долларов. Представьте, со 150 до 4,5 миллиардов долларов. И сейчас у него 600 миллионов долларов все равно капитализация составляет. Давайте перейдем в прайс и здесь посмотрим, то есть цена у нас, Vive выходил, теоретически по цене, да, там 3,015, сейчас торгуется в 58 центов.
Представьте, насколько в 1000, получается, в 3000 раз цена возросла. И по капитализации, хотя она и упала, но представьте, насколько это топово. Вышел вот мемкоин на Solana. То есть приблизительно вот такие вот мысли. Что я думаю теперь по поводу PAVS с сравнением вот с этими токенами, да, как может он себя повести. Я думаю, приблизительно с капой в 100, там, не знаю, ну 150 теоретически миллионов долларов PAVS может выйти. И при такой капитализации в 100 миллиардов у нас цена будет 201.0.201. В принципе, у кого там достаточно много токенов получается, в принципе, неплохо заработают на этом. Напишите вообще в комментариях, я, допустим, не донатил вообще в этот проект, и у меня там 18 тысяч токенов, ну из них я купил 9 тысяч токенов, это ваучер, да, и 9 тысяч токенов я заработал сам, ну, грубо говоря, без каких-либо донатов, без рефералов, абсолютно 0 рефералов получается, ничего там сверхъестественного не делал, и приблизительно вот 9 тысяч токенов-20 тысяч токенов, это вот такие же пользователи, как я, от 9 там, вот, до 20, потому что 9, 8888, это порог 300 тысяч токенов, 300 тысяч поинтов, за которые ниже нельзя было падать, тогда тебе ничего не раздали бы. Ну, то есть от 9 тысяч где-то до 20 тысяч, это вот в среднем такие люди, которые не донатили, как я. То есть, а насколько больше вы получили в сравнении с своими донатами? То есть оправданы они были или нет? Вот смотрите, теперь у нас выходит, получается, PAVS на листинг. Если даже капитализация будет составлять 100 миллионов долларов, цена будет 2.01, то я в теории зарабатываю вместе с ваучером всего 18 долларов. Мне эти 18 долларов не нужны, на ваучеры потратил больше. В принципе, мне не настолько интересна вот эта вот капитализация начальная и начальная стоимость. Возможно, сейчас будут укатывать этот токен, потому что, все, кто люди получил, сдонатеры, если они в плюс тем более вышли, они будут максимально это все сливать. Получается, цену нашу укатают. Инвестора, я думаю, кто крупные инвесторы, крупные холдеры, да, они будут на этом дне откупать, и, возможно, вот этот памп у PAVS произойдет. Мне так кажется, что вот этот памп будет, как у любого токена, топового на Solana, когда-то в один прекрасный момент он запампится на несколько тысяч иксов. То есть я свои токены оставлю, я ни в коем случае их продавать не буду. У меня есть небольшая доля надежды на то, что все-таки PAVS у нас позиционирует себя как гем. У него там все вот эти вот картиночки, токен с большим будущим, причем у него большое комьюнити. Комьюнити это, в принципе, частично преданное ему. Так что я все-таки верю в будущее этого проекта. Надежда у меня теплится. Так что на листинге токены свои я продавать ни в коем случае не буду. Возможно, если сильно уроните вы цену, кто будете продавать, у кого есть там донаты, кто будет выходить в плюс, когда вы будете укатывать цену, где-то там внизу я, возможно, еще докуплюсь и перекину куда-нибудь на кошелек и буду ждать какого-нибудь светлого будущего через полгодика, через год. Возможно, даст там 100, 200, 300 иксов токен PAVS. Я на это надеюсь. Так что вот такие вот примерно мысли по поводу токена PAVS, как он себя будет вести, что я буду делать на листинге и какое может быть ближайшее будущее у этого токена. Я ни в коем случае не даю вам финансовых советов холдить этот токен. Ни в коем случае не даю вам финансовых советов заходить там нанизу, откупать этот токен, потому что я могу и ошибаться. Возможно, его также укатают, как все остальные мемкоины, куда-нибудь в прах и в забвение. Но всегда принимайте решения самостоятельно, а я вам крайне не советую заходить в подобные телеграм-боты, как PAVS, чтобы вот так вот долго потом не смотреть месяцами ролики, каждый день одни и те же, и не ломать себе голову. Что же делать дальше с этими токенами, выходить, продавать в плюс, не в плюс. А лучше проживите свою жизнь для себя, а не для кого-то, кто разрабатывает эти токены. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.